Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 3 июня, суббота. И сегодня главная новость – интервью, которое дал президент Зеленский Wall Street Journal, в котором он сообщил, что Украина и он готовы к наступлению. Но, значит, это интервью, оно как-то так совпало со статьей Washington Post, в которой сообщается, что ВСУ уже некоторое время, по крайней мере, не одну неделю, тихо по ночам занимается разминированием тех полей, которые сотворили оккупанты на временно занятых территориях. Ну и параллельно разгорается вот эта огненная дуга на границе между, по всему, так сказать, периметру границы между Украиной и Российской Федерацией, о которой мы говорили в предыдущем видео. И все это послужило причиной, что некоторые издания на Западе, а российские так однозначно расценили это как Зеленский дал приказ начинать наступление. Но я проконсультировался со знающими людьми, которые мне объяснили, что это еще не наступление. Это еще та фаза, которую американцы называют shaping, то есть придание формы или очертания, конкретное очертание наступательной операции. Ну а метафорически, иносказательно, я думаю, что больше всего подошло бы такое определение, как увертюра к опере. То есть, вот, знаете, перед каждой же оперой есть увертюра, и пойди разберись, является ли эта увертюра частью оперы, или же это как-то так отдельное вступление. Но, тем не менее, значит, я думаю, что вы уже много слышали об этом интервью Владимира Зеленского. Я бы сказал, что оно было выдержано в таких реалистичных, выдержанных тонах, никаких шапкозакидательских настроений, но были высказаны дежурное сожаление о том, что нам не хватает. Я вспоминаю, на это министр обороны Остин в свое время сказал, что во время его службы длительной в вооруженных силах США он не помнит ни одной ситуации, в которой бы он считал, что ему хватает оружия. Но, тем не менее, Владимир Зеленский сказал, мы не можем ждать месяц, решаем наступать. То есть вот-вот он не назвал, правда, конкретное число, но надо понимать, что речь идет, если не о часах, то о днях. Ну, а там будем надеяться на положительную отдачу на основании проделанной совместно с союзниками большой работы. Наиболее такая оптимистическая часть речи Зеленского звучала так. Мы твердо верим, что у нас все получится. Не знаю, сколько времени это займет. Все может пойти вот тут дальше непонятно. Все может пойти разными путями. Совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы. Одновременно, как я вам сказал уже, Washington Post сообщает, что тысячи мин сейчас разделяют, это полоса, которая разделяет ВСУ с вооруженными силами оккупантов. И по ночам, для того, чтобы враг не заметил, не понял, где именно, какие именно участки разминируются, минеры ВСУ втайне разминируют все это пространство. Делают это вручную. И, как я уже сказал, ночью. И вот на фоне этого генерал Петреус дал обширное интервью в программе «Сегодня» BBC 4, радио BBC 4. Петреус, четырехзвездный генерал, один из самых осведомленных людей в Соединенных Штатах Америки. В свое время он командовал
объединенными силами союзников в Ираке, в Афганистане он был, отличался критическим складом ума, предвидел развитие ситуации, в частности в Афганистане, о том, во что это все выльется. Во что это все вылилось, мы видели год назад буквально, когда американцы убирали оттуда свои войска в спешном порядке. Так вот, он это все привидел много-много лет назад. Спорил с вышестоящим начальством, что, как вы знаете, в вооруженных силах не каждый осмелится это сделать, был настойчив. Благодаря этому его назначили директором ЦРУ, где его осведомленность еще больше расширилась. Короче говоря, чрезвычайно интеллектуальный, профессиональный человек и в военном деле, и в разведке, но и один из самых информированных. Так вот, его интервью BBC прозвучало лично для меня гораздо более оптимистично, чем интервью Владимира Зеленского. Вот несколько буквально основных пассажей из интервью Петреуса. По его словам, наступление Украины будет очень впечатляющим. Как он это все видит? Значит, все начнется с артиллерийской подготовки. Затем вперед пойдут инженерные силы, которые расчистят те укрепления, которые создал враг на временно оккупированных территориях, снесут зубья драконов, там же вместе с ними, с инженерными частями, будут эти части, которые будут налаживать переправы, мосты, если это понадобится. За ними двинется бронетехника, которая будет прикрывать пехота, прикрывать ее будет прежде всего от противотанковых орудий. Сверху это будет прикрываться силами противовоздушной обороны. Это имеется в виду, да, тут много у нас, вы знаете, дебатов было, а можно ли обойтись без авиации. Ну, разработали соответствующие меры при помощи наземных систем ПВО, которые, как считается, надежно должны закрыть небо над наступающими бронетанковыми войсками и пехотой. Опять-таки предполагается, что враг вряд ли будет широкомасштабно использовать свою авиацию для нанесения, для совершения операций на поле боя. Затем включается система РЭБ или параллельная электронной борьбы, включается. Затем сзади идет логистика, ну и сзади опять артиллерия, минометы и так далее. То есть это будет одна волна идти за другой. Причем, что важно, чтобы когда первая волна завершала выполнение своей задачи, вторая волна была готова для вступления в бой. Вот это то, что американцы, натовцы называют комбинированными, интегрированными общевойсковыми операциями, чему тренировались, учились бойцы ВСУ на протяжении последних месяцев. Что будет делать Путин в этой связи? И пойдет ли он на роковой шаг, который, надо сказать, сегодня в связи с двумя публикациями в одной газете «Вашингтон-Пост» о возможности опять применения тактического ядерного, опять будоражит умы в Украине и русскоязычном информационном пространстве. Мы дальше остановимся на этом. Так вот, Петреус отвечает на вопрос, а что, если Путин применит тактическое оружие? Ответ опытнейшего и одного из самых информированных людей в Соединенных Штатах в этой области. Он говорит, что Соединенные Штаты должным образом по соответствующим каналам поставили Путина в известность о том, какие действия будут предприняты в ответ, если он посмеет это сделать. И сделали это достаточно убедительно, как говорит Петреус. Я очень надеюсь, что они, то есть американские высшие чины военные, убедили его в том, что ему и России будет гораздо лучше,
если тактическое, вернее, будет гораздо хуже, если будет использовано тактическое ядерное оружие. То есть он практически исключает вариант о том, что она будет использована. Ну, как я вам сказал только что, мы сейчас в конце на этом остановимся по многочисленным просьбам сегодня зрителей этого канала. В качестве еще аргумента, почему он считает, что Кремль не пойдет на применение тактического ядерного оружия, он говорит о том, что Китай, опять-таки, под давлением Запада, в том числе Соединенных Штатов Америки, предупредил Путина, что применение тактического ядерного оружия недопустимо. Об этом также сказал премьер-министр Индии Моди. А на этих двух странах держится, в общем-то, линия жизни Путина, его режима, она вот связана, проходит через эти две страны. И если они ее перекроют, эту линию жизни, то экономика страны, финансовая система, да и все остальное рухнет, не успеет Путин моргнуть глазом. Поэтому, опять-таки, значит, он считает, что такая не только с военной точки зрения, но и с точки зрения внешнего окружения России, вряд ли Путин пойдет на этот шаг. Что касается Крыма, Петрев считает, что в ходе вот этой кампании, летней-осенней, ВСУ должны освободить как можно больше временно оккупированной территории, а также изолировать Крым от России, от материковой России. Перерезать сухопутный мост в Крым, значит, с севера, уничтожить, разбомбить мост, Керченский мост, с тем, чтобы создать условия для, значит, освобождения Крыма уже в следующем году. Но по его словам, даже если операция в этом году закончится очищением от врага всей остальной оккупированной территории и изоляцией Крыма от территории Российской Федерации, этого уже будет достаточно для того, чтобы считать это огромным успехом. И вполне возможно создаст вот ту ситуацию, на которую надеются союзники Украины, когда у Украины возникнет позиция силы, с помощью которой она сможет диктовать свои условия. И вот что интересно, сегодня, вот как только было объявлено вот в интервью Wall Street Journal, что контрнаступление или наступление, оно неминуемо, оно неизбежно, как мы вчера с вами обсудили, все решения приняты, бумаги подписаны. Тут же последовало беспрецедентное заявление Путина. В одном сегодняшнем интервью кому-то там из кремлевских очередных придворных журналистов он впервые сказал невероятную еще неделю назад фразу. По его словам, Россия готова добиваться подставленных ею целей, тех целей, о которых он говорил в начале операции, но потом они менялись, как вы помните. Так вот, Кремль, российское руководство готово добиваться этих целей не военным путем, другими путями, помимо специальной военной операции. А вы же помните, еще неделю назад тот же Песков от имени Путина говорил, что это невозможно, есть только один вариант, специальная военная операция, и мы доведем до конца. Все. Теперь оказывается, что мало того, значит, еще было сказано не просто, что согласны с тем, что возможно добиваться не военным путем этих целей, а более того, эти цели являются предпочтительными, оказывается, теперь. То есть это гигантский шаг вперед, я бы сказал, в правильном направлении, куда неумолимо должны толкать носом Путина неумолимый рок событий. То есть человек соображает, да, помимо того, как кулак
смерти, пахнущей смертью, все ближе приближается к его носу, у него обостряется нюх, улучшается работа мозга, и он становится все более рациональным. Тем более там уже полыхает все больше и больше по этой огненной дуге. Еще одна интересная и важная мысль, которую сказал Петреус, по его мнению, есть серьезная надежда на то, что идея поддержки, всемирной поддержки Украины сохранится и после президентских выборов 2024 года. При этом, кстати, мне было интересно, когда, помните, вот буквально на днях закончилась эта эпопея с повышением государственного долга Соединенных Штатов Америки, для чего требовалось сотрудничество с республиканцами в Сенате и, самое главное, в Палате представителей, где сильно представительство отмороженных трампистов. Это удалось сделать, и так Петреус намекнул, что те, как он это сказал, мелкий шрифт этих событий или маленькие нюансы того, что там происходило при этих дебатах о повышении государственного долга, показывает, что в Конгрессе есть серьезная двупартийная поддержка дальнейшей помощи Украине. Все это я бы согласился. И все это похоже на правду. Единственное, что меня смущает и очень сильно, это ситуация, в которой президентом США в 2024 году может быть избран Трамп. Это тот человек, который... То есть настроение в Конгрессе и активность, и безумство его сторонников в Палате представителей, она усилится во 100 крат, если он станет президентом. А это, я напомню, тот самый человек, который мог сказать, что он верит Путину больше, чем он верит всему разведсообществу Соединенных Штатов, которое состоит, как известно, из 17 агентств. И сказал он это на совместной пресс-конференции с Путиным после встречи в Хельсинки за закрытыми дверями, когда ему поставили вопрос, вмешивалась ли Россия в президентские выборы 2016 года. То есть Трамп может поломать одним ударом, одним своим избранием всю вот эту пока еще хрупкую поддержку двупартийную, которая, пока она упрощается в Конгрессе США. Будем надеяться на лучшее, что этого не произойдет. То есть, что Трамп не станет. Это единственное, с моей точки зрения, что может представлять действительно очень сильную угрозу вопросу о помощи Украине. Чрезвычайно важным вопросом с точки зрения Петреуса является обсуждение вопроса о перспективах принятия Украины в НАТО на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле месяце, 11 июня, тогда, когда намечено обсуждение этого вопроса. Понятно, что пока идет война, Украину не примут на этой сессии члены НАТО. С другой стороны, по мнению Петреуса, он, кстати, ссылается на Генри Киссинджера, который тоже говорил о том, что это невозможно. Сама идея принятия Украины в НАТО, она несостоятельна. И теперь он полностью изменил, как вы знаете, свою позицию, выступает за принятие Украины в НАТО, но в обмен на уступку какой-то части своей территории Российской Федерации. И главная мысль, с моей точки зрения, Петреуса в этом вопросе, он говорит, что, по большому счету, линия фронта между безумным режимом Путина и Европой сейчас проходит через Украину. И Украина держит этот фронт. Это страна, которая сдерживает Мордор, и поэтому ее отсутствие в НАТО, оно просто противоречит здравому смыслу. Повторяю, всего по его словам, вряд ли объявят на этом саммите о приеме Украины в НАТО, но очень важна формулировка. Он говорит, что она должна быть железная формулировка, которая четко и определенно
скажет, опишет, какие перспективы, как и когда Украина будет приниматься в Североатлантический союз. Одновременно западная печать анализирует, что происходит с вооруженными силами Российской Федерации на украинских фронтах. В частности, привлекает внимание те телодвижения, которые происходят в и вокруг Бахмута. Так вот, по свидетельству той же Вашингтон-Пост, поскольку Вагнер оттуда эвакуировали, его место занимают подразделения 76-й, 106-й воздушно-десантных дивизий, а также 2 воздушно-десантные бригады, которые считаются, по оценке Министерства обороны Великобритании, считаются элитными. Это уже не те элитные подразделения, которые были перед началом агрессии. Те были уничтожены, эти потрепаны, дополненные не столь квалифицированными и профессиональными бойцами с тех пор. Но, опять-таки, они являются самыми боеспособными на настоящий момент из всего арсенала, который имеет российское командование. И тот факт, что их бросают сейчас под Бахмут, убирая с других участков фронта, свидетельствует для Министерства обороны Великобритании о том, что качество вооруженных сил Российской Федерации в целом по всему периметру соприкосновения ухудшится, потому что их перебросят туда, где они, по большому счету, не особо нужны. Там должно быть пушечное мясо, и вместо пушечного мяса туда бросаются те, которые считаются еще более элитными. Следовательно, раз их убирают с других участков фронта, там ситуация, значит, ухудшится в этом плане, что создает хорошие дополнительные возможности для ВСУ в ходе наступления. Ну, теперь по поводу ядерных ударов и катаклизм. Сегодня я получил буквально несколько, не скажу лавину, но необычно значительное количество сообщений, имейлов с просьбой прокомментировать 2 статьи Вашингтон-Пост, которые уже комментировались в пабликах, и там якобы, как мне пишут мои зрители, царили чуть ли не панические настроения. То есть надо готовиться уже летом, а осенью так точно будет применено ядерное оружие. Вот что я вам скажу по этому поводу. Скажу вам сразу, успокойтесь, дорогие друзья. Поступающая информация и экспертное мнение соответствующих людей позволяет нам уверенно предположить, что никакой катастрофы не произойдет. Вот только сейчас я вам привел мнение генерала 4-звездного Петреуса и генерала, одновременно бывшего директора ЦРУ, который сказал, что Путину все объяснили в достаточной степени, чтобы он не стал, то есть чтобы он не вздумал это делать. А что ему объяснили, мы с вами обсуждали еще месяцы назад. Речь идет о том, что Соединенным Штатам не нужно применять ядерное оружие для того, чтобы жестоким образом наказать Россию в случае ее использования ядерного оружия в Украине. Конвенциальными силами при помощи F-35 и всего такого прочего, крылатых ракет, будут уничтожены российские базы военно-морского флота, будет уничтожен Черноморский флот, будет уничтожена группировка российских войск на территории Украины, а также на российской территории, вот в этой огненной дуге. И все это будет без малейшего ядерного оружия. Вообще, чтобы вы понимали полностью эту картину, я вам скажу так. Стратегическое ядерное, то есть стратегическое применение ядерного оружия профессионалами и в Соединенных Штатах Америки, и в Советском Союзе, я уверен, практически в России считается делом немыслимым.
Потому что для того, чтобы наносить, даже если безумец какой-то захочет нанести первый удар, он должен надеяться в этом первом ударе уничтожить, примерно 99% стратегических ядерных сил противника, чтобы потом, когда противник запустит оставшийся 1% по тебе в ответ, ты мог надеяться, что собьешь его своей системой ПВО, а лучше 100%. Поскольку траектория полетов, вернее, никогда не производились пуски стратегических ракет по российских или советских по Америке и наоборот. Никогда они не проводились по тем коридорам, по которым они должны лететь в случае ядерной войны. А это чрезвычайно, физические характеристики этих коридоров, по которым они полетят, имеет решающую роль. То есть там из-за особенностей этих коридоров физических, высокоточное оружие, оно теряет смысл, потому что на него надеяться совершенно невозможно. Никто не знает, как эти ракеты себя поведут. А там падение на сотню метров вправо-влево, вот и все, вот и просчет. Готовься, через 15-20 минут к тебе прилетят. Поэтому считается, что это совершенно дело невозможное. Я помню еще молодым офицером, как только пришел в первый отдел американский ПГУ, перед нами выступал главный аналитик, которого специально к нам прикомандировали к аналитической службе из ГРУ. Он там был один из топовых. А прикомандировали для того, чтобы обе разведслужбы дудели в одну дуду, так сказать. Так что сразу нам сказали: ребята, не волнуйтесь, никакой ядерной войны не будет. Тогда весь мир дрожал. А потом, после развала Советского Союза, фильмы пошли, как там мир был на грани ядерной войны. Так не было никакой этой грани. То есть, может, где-то там пинжаки и раздували всю эту грань, а в разведке, в военных кругах было сплошное спокойствие. Разгоняли эту тему об опасностях ядерной войны, причем в ненужном направлении, в основном люди ученые, околоученые, эксперты, околоэксперты, гражданские. Потому что для них они создали целую индустрию, когда американские эксперты пугали советских, советские пугали американских, они вместе встречались, они становились известными людьми не только в своих странах, но и на международных аренах, на международной арене. Они получали за это большие деньги, им создавали институты, как Институт США и Канады, Академии наук СССР, от которой потом отпочковался Институт Европы, Академии наук СССР. Там писались докторские диссертации, выдумывались разные немыслимые вещи. И в значительной степени эта индустрия пиджаков, она привела все человечество к неправильным выводам. Допустим, та же статья сегодня в Вашингтон-Пост выражается обеспокоенность о том, что обе стороны приостановили участие в договоре о СНВ, которым, я напомню, каждая страна имеет право иметь 1500 боеголовок. И что ж теперь будет бесконтрольно между 1500, будет там 2000 или 3000. Так с точки зрения военной и с точки зрения разведки, чем больше этих боеголовок у обеих сторон, тем безопаснее мир. Объясняю. Гипотетическая ситуация. Против вас есть противник, у него, скажем, 10 ракет с ядерными боеголовками, с 10. На каждой по одной, итого 10. И вы думаете, как на него напасть? И 10. Вроде немного. А если я создам 30 ракет, так потихоньку, или 50, и на каждую его ракету пущу по 5, и я считаю, что они высокоточные, то теоретически есть возможность их выбить, да? Но, во всяком случае, такая crazy идея, сумасшедшая, может появиться. Но если у противника не 10 этих ракет, а 10 тысяч, и на каждой из них не по одной боеголовке, а по 10 или 8, как у сатаны, то ситуация меняется совершенно, потому что даже сумасшедший человек
его воображении не возникнет идея, что он сможет выбить их в результате своего первого агрессивного удара, а следовательно, ну, а самоубийц при всех недостатках в разное время разных лидеров, то есть до сих пор, как показывает история, даже самый безумный человек, Гитлер, он не осмелился применить оружие массового поражения, хотя у него было те же самые химическое оружие, газы. Памятуя о том, что с ним лично произошло в Первую мировую войну, он не стал их применять. Таким образом, значит, забудем о стратегических вооружениях, их никто никогда не применит, даже сумасшедший Путин. Даже если бы ему морду лица вот просто брали и снимали совершенно. Теперь тактическое ядерное оружие. Вот эту идею с тактическим ядерным оружием изобрели американцы в годы Холодной войны, где-то в 50-е годы. Она состояла вот в чем. В Европе было страшное опасение того, что группировка советских войск в Германии и вообще Восточной Европе, этот кулак военной мощи Советского Союза в любой момент может двинуться со всеми своими танками и захватить Европу, вплоть до Атлантики. И НАТО, американцы, то есть Европа не могла создать эквивалентное количество танков. Соединенным Штатам было накладно держать их огромное количество танков, такого эквивалентного советским. Но американцы, вообще европейцы, они же люди расчетливые. То есть теоретически они могли наклепать такое же количество танков, но это же сумасшедшие деньги. Поэтому придумали более эффективную с точки зрения стоимости идею, которая состояла в следующем. Советский Союз нападает со своими танками, НАТО сопротивляется, а в это время идет переброска войск из США по воздушному мосту. Но надо несколько дней, неделя может быть. То есть несколько дней держится на конвенциональном оружии, но потом танки советские, они начинают преобладать, артиллерия душит. Все, конвенциональные силы НАТО уже не способны с этим справляться. И тут тогда они наносят ядерный удар, тактический ядерный удар, который приостанавливает на какое-то время продвижение советских войск на запад, а в это время, значит, продолжается переброска контингента американских войск. Вот в чем состоял смысл. И с середины 50-х годов американцы разместили свое тактическое ядерное оружие. Сейчас оно в количестве где-то 100 ядерных боеголовок находится на 6 базах в 5 странах НАТО в Европе. И вот Пу решил сымитировать, сделать то же самое, но буквально калькой, сделать это применительно к Беларуси. И вот одна из статей обсуждает, это повышается опасность. А что она, куда она повышается? Американские боеголовки там находятся с середины 50-х годов, все нормально. Теперь, значит, что происходит в Беларуси? В мае месяце там Шойгу и этот самый белорусский министр обороны подписали соглашение. Вообще такие вещи, если делаются на уровне руководителей государств, но они не хотят это делать, они не хотят себя поставлять. Они Тяпкина-Ляпкина, для них Тяпкин-Ляпкин, для Путина это Шойгу вот послали, подмахни. Потому что он, если не выполнит, а он это не выполнит, потом можно будет сказать, что ж ты не справился, уволить его, как не справившись со своей задачей. Так вот, значит, к 1 июля, по-моему, да, должны быть закончены работы, создание соответствующих хранилищ, куда должны были переместить эти боеголовки. Вроде отрапортовали, что носители, то есть ракеты, уже там есть. Но они там есть черт знает сколько. Вернее, не там, они есть в Калининграде, небось весь. То есть для НАТО это опять никакая не угроза. Для Украины, мы остановимся на этом, да, есть для Украины определенная угроза, но не такая уже и страшная. Так вот, шуму, гамму по этому поводу, значит, Россия делает это точно так же, юридически, я имею в виду, формально, как это американцы оформляли. То есть размещается
если они размещаются, эти боеголовки, допустим, в Беларуси, то контроль остается все-таки у российской стороны. Тут, если вы помните, Лукашенко на каком-то этапе ляпнул, что мы будем значит, иметь контроль над этим, но тут же поднялся шум, и в Москве тут же его дезавуировали, как человека, который ляпнул то, о чем он ничего не знает и ничего не понимает. Ну вот, то есть самое главное, что подчеркивают американцы, вот эти угрозы со стороны Москвы о применении ядерного оружия, они длятся бесконечно. Вообще, я им должен сказать вот, очень важную мысль, что при Путине, вот в Советском Союзе, угроза «мы применим ядерное оружие», она была реальная. А при Путине, у которого все государство – это потемкинская деревня, все понты, вторая армия мира, вы видите, она теперь вторая только в Украине, после первой украинской армии. Вот, поэтому не случайно, значит, главная военная стратегия, главный элемент военной стратегии путинского режима состоит в том, чтобы продемонстрировать публично решимость использовать тактическое ядерное оружие. Но если перевести это на нормальный язык, это значит мультики. Мультики, потому что как еще можно продемонстрировать решимость? Побольше об этом говорить, хмурить лобик, делать страшные глаза, вот как это говорил Путин 24 февраля прошлого года, когда он говорил, что если нам помешают кто-то там совершить эту специальную военную операцию, то их ждет такая судьба, которая не была на всю историю их существования. Но с тех пор были пересечены все красные линии, которые он создавал, и которые даже не создавал, но тут теоретически прикидывали, а вдруг он создаст. Ну и что? И вот мы приехали, когда он теперь сегодня говорит о том, что он готов искать другие пути, помимо специальной военной операции. То есть это блеф, формулировка. Мы должны демонстрировать решимость применить ядерное оружие. Это мультик. И не случайно американцы, натовцы ни разу не заметили после всех этих угроз очередных со стороны Кремля никакого реального движения с этими ядерными боеголовками. А их невозможно скрыть, потому что в перемещении этих боеголовок должно участвовать значительное количество людей, значительное количество техники, и все оно неизбежно попадет в поле зрения американских и натовских разведслужб. Вот, поэтому блеф сидит на блефе и блефом помогает. Теперь, что касается конкретно вот этих статей, я не слышал комментарии, я вам говорил, что я принципиально не слушаю и не читаю чьи-то комментарии по поводу какой-то информации. Ну, чтобы просто сохранить, так сказать, свежесть восприятия. Прочитал эти статьи, и опять-таки нужно правильно читать эти статьи, потому что в обеих этих статьях речь идет о том, то есть никакого опасения сейчас, что тактическое ядерное оружие будет применено сейчас, в Вашингтоне и в помине нету. Речь идет вот о чем. О том, что Соединенные Штаты и Россия, значит, несмотря на то, что Россия приостановила свое действие, участие в договоре о сокращении стратегических вооружений, она тут же заявила, что будет придерживаться его положений. То есть очередной мультик. И главное, я вам рассказывал об этом, это произошло в феврале этого года. Там помните, через газету Bild все это связано было. Главной целью это было для Путина не дать американским инспекторам посещать соответствующие ядерные объекты Российской Федерации, которые они раньше имели возможность посещать дважды в год, до 2020 года. Потом начался ковид, и все, это прекратилось. А до 2020 года американцы дважды могли посещать объекты Российской Федерации и наоборот. Так вот,
Путин приостановил участие России в этом договоре для того, чтобы не дать американцам приехать туда и убедиться в том, что там груда ржавого железа. Вот и все. Американцы в отместку сказали, что они то же самое не дадут российским инспекторам возможности посещать американские объекты. И тут Москва уже завыла. Но, тем не менее, значит, обе стороны подтвердили, что, несмотря на приостановку участия в этом договоре, а он истекает в 2026 году, обе стороны будут придерживаться его положения. Положение, что каждая сторона может иметь 1550 боеголовок ядерных. И там 700, по-моему, 50 носителей для этих боеголовок. И только после 26 года, вот Салливан сказал вчера, что Соединенные Штаты готовы сейчас вступить в разговоры с Россией о том, как выстраивать и выстраивать ли вообще контроль над вооружением после 26 года. 26 года. То есть в газете «Вашингтон-Пост» это была не просто статья, это была статья, отражающая мнение это редакционная статья была, отражающая мнение всей газеты, редакции газеты. Речь идет о том, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о том, значит, начать переговоры о том, как будем контролировать после 26 года. До 26 года единственное, что, как сказал Салливан, мы предложили российской стороне, можем поговорить, но не больше, не больше. Я вам больше скажу. Значит, если после 26 года не будет достигнуто ничего, и вместо 1550 боеголовок начнется их рост, то есть вот это вообще ограничение 1550, оно было в пользу России, потому что она не дотягивала даже до 1550. Это дорогое удовольствие содержать эти боеголовки. В отличие от Соединенных Штатов, у которых таких возможностей финансовых и технических гораздо больше. То есть американцы, если не будет контролироваться это ядерное вооружение, они нарастят эти боеголовки, как грибы после дождя, вместе с носителями. И Россия останется со своими 1500. Вот и все. Еще вопрос – это Китай, который грозится и работает напряженно. Но у Китая сейчас 400 ядерных боеголовок. И добиться 1500 Китай собирается только к 2035 году. Поэтому, опять-таки, это настолько далеко это все, настолько туманно, что там произойдет и как это все будет. Причем американцы подозревают, они смотрят, китайцы роют эти колодцы, сайлос их называют, создают шахтные пусковые установки, роют вот эти, значит, шахты. Ну и тут же подозревают, что китайцы, многие из них, это будут фиктивные шахты, там не будет никаких пусковых установок. То есть у Путина научились создавать потемкинские деревни. Вот. Поэтому, значит, как пишется, вот я вам завершаю, как написано в редакционной статье «Вашингтон-Пост», которая якобы послужила кому-то основой для чуть ли не панических выводов о том, что шеф пропала этим летом или осенью, вот там говорится о том, что Соединенным Штатам необходимо продолжать попытки минимизировать вероятность негативных последствий приостановления исполнения этого договора. Запад должен уже сейчас планировать возобновление переговоров с Россией, если это возможно после войны с Украиной. Поэтому, господа, как следует из редакционной статьи «Вашингтон-Пост», и я вам конкретно вот тем слушательницам, которые мне прислали сегодня взволнованные сообщения, лично для вас сообщаю, что пока идет война с Украиной, вернее, в Украине, мы можем забыть о угрозе ядерной войны. Во всяком случае, так считает редакционная газета «Вашингтон-Пост». Что касается Салливана, он тоже говорит, что Соединенные Штаты, Вашингтон хочет начать диалог о новой структуре с Россией, о новой структуре управления ядерными рисками после истечения срока действия договора в феврале 2026 года. То же самое. А говорить
говорить, пожалуйста. Всегда в самые напряженные моменты холодной войны Советский Союз и Соединенные Штаты вели разговоры. У нас это называлось разговоры разговаривать. И пока будут идти эти разговоры, мир считается более безопасным, когда говорят дипломаты, там ядерное оружие не применяется. А тем временем, как мы все надеемся, будет усиливаться и улучшаться вооружение ВСУ, при помощи которого ВСУ будет изгонять врага со своей территории. То есть в этом смысле эти переговоры выгодны для Украины, для Запада, потому что, с одной стороны, они напрочь будут лишать возможности развития событий по самому негативному варианту, что создает очень хорошие возможности для решения вопросов при помощи приемлемого, рационального варианта. А вариант этот – разгром Мордора на полях сражений в Украине и освобождение временно оккупированных территорий. И как поставил, это я вам рассказывал в предыдущем видео, как поставлен вопрос о том, что враг должен быть не только изгнан с территории Украины, но и отброшен от ее границ. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. Мордор будет разбит, так как раньше был разбит Карфаген. А вам, друзья, как всегда, выдержки, мужества, терпения. Решающее событие уже приближается. И уверенности, что победа будет за нами. До новых скорых встреч.